Приветствуем на канале Фактум. Что общего между заснеженными пиками Тянь-Шаня и раскаленными песками Кызылкума? Это места, где жизнь не просто существует, она борется за каждый глоток воздуха и каплю воды. Сегодня мы поговорим о невероятном выживании животных в Узбекистане. Здесь обитают существа, способные обмануть саму смерть. Вы увидите призрачного барса, крошечного путарака, который бесстрашно атакует ядовитых змей, и птицу, забывшую, как летать ради бега по барханам. Как они приспособились к экстремальной жаре и ледяным ветрам? Как и обещали, в начале выпуска мы выводим на экран комментарии наших преданных подписчиков. Спасибо за ваши идеи и крутую обратную связь. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Первое. Ирбис. Представьте, вертикальная скала, разреженный воздух и мороз под -40. Здесь, на высоте 4000 метров, обычный человек не продержится и часа, но для Ирбирса это идеальная игровая площадка. Его называют призраком гор не ради красоты. Барс может бесшумно лететь над бездной, совершая прыжки от 10 до 15 метров. Это как перепрыгнуть через 3 припаркованных автобуса за один раз. Посмотрите на его хвост. Это не просто украшение, а умный противовес и встроенный обогреватель. Когда барс спит на ледяном ветру, он буквально кутается в него, как в пуховое одеяло. А его лапы – это живые снегоступы с меховой изоляцией, которые позволяют ему бесшумно подкрадываться к добыче там, где любой другой хищник давно бы сорвался вниз. В Узбекистане барс – это не просто кошка. Это вершина инженерной мысли природы, которую почти невозможно встретить, но которая видит вас всегда два. Путарак – пегая землеройка. Забудьте все, что вы знали о милых и пугливых мышках. Встречайте путарака, крошечного мини-демона пустыни Кызылкум, который весит чуть больше монетки, но обладает характером бешеного росомахи. На его угольно-черной спине красуется идеально белое пятно, похожее на седло. Но это не для красоты. Это предупреждающий знак для всех вокруг. У путарака настолько бешеный метаболизм, что его жизнь – это бесконечный яростный марафон в поисках еды. Если он не поужинает пару часов, то просто погибнет от голода. Поэтому этот кроха не знает страха. Ночью, когда песок остывает, путарак выходит на охоту и превращается в безжалостного терминатора. Он в одиночку нападает на огромных скорпионов, фаланг и ядовитых пауков, которые в разы больше него. Он берет своей невероятной маниакальной скоростью, один молниеносный укус в голову, и добыча парализована. В Кызылкуме этот пушистый комок – самый эффективный и яростный микрохищник, который плевать хотел на размеры своих врагов. Третий. Мархур. Винторогий козел. Если вы думаете, что козлы умеют только мирно щипать травку, значит, вы никогда не видели мархура. На самом юге Узбекистана, среди головокружительных скал Сурхандарьи, живет существо, которое, кажется, сбежало из фэнтези-фильма. Посмотрите на эти рога. Они закручены в идеальные тугие спирали и могут достигать 1,5 метров в длину. Это как если бы взрослый человек встал на голову мархуру. Как с таким холодным оружием весом под 10 килограммов можно вообще передвигаться? А мархур на них не просто носит. Он штурмует вертикальные стены, где даже зацепиться не за что. Его копыта устроены как профессиональные скальные туфли. Они могут раздвигаться и буквально прилипать к малейшим выступам. Мархур живет на грани фола, балансируя над пропастями на бешеной высоте, чтобы дотянуться до редкого пучка зелени или вызвать соперника на дуэль, от звука которой эхо разносится по всем ущельям. Четвертое. Ушастая круглоголовка. А теперь резко сбрасываем высоту и падаем на раскаленный песок Кызылкума. Здесь, среди барханов, хозяйничает существо, которое могло бы получить Оскар за спецэффекты – ушастая круглоголовка. С виду это обычная, ничем не примечательная ящерица защитного цвета, но ровно до тех пор, пока к ней кто-то не приблизится. Если круглоголовку загнать в угол, она включает режим чужого. Ящерица широко разевает пасть, и по бокам ее рта мгновенно разворачиваются огромные, ярко-розовые кожные складки, утыканные зубцами. В этот момент ее голова визуально увеличивается в 3 раза, превращаясь в жуткую зубастую маску. Если этот перформанс не напугал врага, круглоголовка активирует план «Б». Она начинает бешено вибрировать всем телом и буквально за долю секунды утопает в песке, словно сквозь землю провалилась. Секунда, и на поверхности остаются только испуганные глаза, следящие за растерянным хищником.
Ну что, друзья, от ледяных вершин до раскаленных барханов мы пролетели всего за несколько минут. Как вам такой формат видео? Напишите прямо сейчас в комментариях, знали ли вы про существование пегой-землеройки и какой мастер выживания удивил вас больше всего. А мы прибавляем скорость и переходим к следующим участникам нашего списка. 5. Кулан. Встречайте главного марафонца среднеазиатских просторов – кулана. Внешне он похож на гибрид лошади и осла, но не вздумайте назвать его медлительным. Кулан – это чистая скорость и выносливость, упакованная в мускулистое тело. В раскаленной степи, где температура легко переваливает за 40 градусов, этот зверь способен бежать со скоростью автомобиля до 65 км в час. Причем не коротким спринтом, а на огромные дистанции. Там, где породистый конь упадет от изнеможения, кулан даже не собьет дыхание. Чтобы выжить в пустынной полузасухе, природа наградила его феноменальным чутьем. Куланы способны почувствовать воду под землей и копытами вырывать глубокие ямы-колодцы, спасая от жажды не только себя, но и десятки других видов животных. Долгое время они были полностью истреблены в регионе, но сегодня, благодаря работе заповедников, эти дикие скакуны триумфально возвращаются на свою историческую родину в Узбекистане. 6. Песчаная эфа. А сейчас смотрите под ноги, потому что мы переходим к одному из самых опасных обитателей Кызылкума – песчаная эфа. Она небольшая, редко вырастает больше 60 сантиметров, но ее яд – это настоящий кошмар для кровеносной системы. Самое поразительное в эфе – это то, как она предупреждает о своем присутствии. У нее нет погремушки, как у гремучей змеи, и она не умеет громко шипеть. Вместо этого эфа сворачивается в тугие полукольца и начинает тереться боками. Ее чешуйки покрыты специальными зазубринами, которые при трении издают зловещий, ни на что не похожий сухой, шуршащий звук, напоминающий кипение масла на сковороде. Если услышали такой шорох посреди барханов, замрите. Эфа не умеет отступать, она нападает без предупредительных выпадов, скручиваясь как пружина и летя точно в цель. 7. Саксаульная сойка. Думаете, все птицы рождены для неба? Саксаульная сойка с этим категорически не согласна. Эта удивительная пернатая обитательница узбекских пустынь практически полностью отказалась от полетов в пользу профессионального бега. Летает она неохотно, тяжело и только в крайних случаях, например, чтобы запрыгнуть на ветку саксаула. Зато на земле сойка превращается в настоящего марафонца. Она способна мчаться по раскаленному зыбучему песку с такой скоростью, что ее лапки превращаются в сплошное размытое пятно. Заметив опасность, сойка не взмывает вверх, а включает режим спринтера и технично лавирует между кустами, оставляя хищников в полном недоумении. Даже свои гнезда эти чудаковатые птицы часто строят не высоко на деревьях, а в колючих кустарниках, поближе к своей любимой беговой дорожке. 8. Туркестанская рысь. От пустынного зноя снова резко поднимаемся в прохладу горных лесов, где бесшумно скользит туркестанская рысь. Забудьте о ее северных лесных сородичах. Эта кошка адаптировалась к суровым условиям высокогорья. У нее более светлый, песочный окрас, который позволяет ей буквально растворяться среди скал и выгоревшей на солнце травы. Туркестанская рысь – невероятно мощный атлет. Ее лапы – это огромные природные амортизаторы, которые позволяют ей бесшумно передвигаться по глубокому снегу и совершать идеальные прыжки из засады на диких коз или зайцев. Она ведет настолько скрытный образ жизни, что исследователи годами не могут выследить ее в дикой природе. Вы можете пройти в паре метров от нее и заметить хищника только тогда, когда в темноте вспыхнут ее огромные, идеально видящие в темноте глаза. Кстати, друзья, раз уж мы заговорили об удивительной адаптации, знали ли вы, что в Узбекистане находится одно из самых мистических мест на планете – плато Устюрт? Здесь, посреди бескрайней пустыни, ученые обнаружили так называемые «стрелы Устюрта» – гигантские каменные сооружения, видимые только из космоса, истинное назначение которых до сих пор остается загадкой. Но пока археологи спорят, дикая природа продолжает удивлять нас своими живыми шедеврами. И прямо сейчас мы переходим к экватору нашего выпуска, где вас ждут настоящие тяжеловесы и бесстрашные безумцы Кызылкума. Поддержите видео лайком, а мы двигаемся дальше. 9. Медоед. Если в мире животных и есть парень, которому абсолютно плевать на любые правила и авторитеты, то это медоед. В Узбекистане этот бронированный танк занесен в Красную книгу, но его характер от этого мягче не стал.
Представьте зверя размером с небольшую собаку, который без тени сомнения может атаковать льва, леопарда или целую стаю волков. У медоеда уникальная анатомия. Его шкура настолько толстая и прочная, что ее не всегда могут прокусить даже клыки крупных хищников, а вокруг тела она сидит как свободный мешок. Если враг схватит медоеда за загривок, тот может буквально провернуться внутри собственной кожи и вцепиться обидчику прямо в морду. Бонусом идет полный иммунитет к змеиному яду. После укуса кобры медоед просто падает, пару часов спит, а проснувшись, доедает ту самую кобру, которая его укусила. Абсолютный беспредельщик Кызылкума. 10. Бородач, ламмергейр. Поднимите глаза к небу над узбекскими высокогорьями. Там парит птица с размахом крыльев почти в 3 метра и зловещими огненно-рыжими глазами. Это бородач или ламмергейр. Второе его имя – ягнятник, но это историческая ошибка, ведь живой добыче он предпочитает кости. Да-да, бородач – единственный в мире хищник, чей рацион на 90% состоит из костного мозга. Его желудочный сок обладает такой бешеной кислотностью, что переваривает кости быстрее, чем человеческий желудок справляется с мягким стейком. Но как проглотить огромную бедренную кость архара? Вот тут бородач включает интеллект. Он берет тяжелую кость в лапы, взлетает на 100-метровую высоту и снайперски сбрасывает ее на острые скалы. Кость разлетается вдребезги, и птица камнем падает вниз, чтобы собрать питательные осколки. Настоящий инженер-разрушитель в перьях. 11. Серый варан. Возвращаемся в пустыню, чтобы встретиться лицом к лицу с земляным крокодилом. Серый варан – это крупнейшая ящерица Узбекистана, способная вырастать до 1,5 метра в длину. Когда этот чешуйчатый гигант весом под 3 килограмма уверенно шагает по барханам, кажется, что ты попал на съемки фильма про динозавров. Варан – высший хищник песчаных дюн. Он охотится на все, что движется. Грызуны, змеи, птицы и даже другие ящерицы идут в ход. Если варана разозлить, он превращается в яростную фурию, раздувает тело, жутко шипит и наносит удары своим мощным хвостом, словно плетью, ломая кости мелким врагам. А его укус опасен вдвойне. В слюне варана содержатся токсичные белки и огромное количество бактерий, вызывающих мгновенное воспаление раны. 12. Амударьинский малый лопатонос. А теперь полностью меняем картинку и погружаемся в мутные бурные воды великой реки Амударьи. Здесь, на самом дне, скрывается одно из самых редких существ на планете – Амударьинский малый лопатонос. Это не просто рыба, это живое ископаемое, которое плавало в здешних водах еще тогда, когда по земле ходили тираннозавры. Внешность у него космическая. Плоская голова, похожая на лопату, длинный хвост-хлыст и костяные пластины вместо чешуи. Лопатонос практически слеп, в мутной воде глаза бесполезны, поэтому он ориентируется с помощью чувствительных усиков на нижней стороне рыла. Этот эндемик Узбекистана находится на грани полного исчезновения, и встретить его в дикой природе – настоящее чудо, сопоставимое с машиной времени. Вот это плотность фактов. Согласны? Здесь обитают От бесстрашного медоеда до рыбы, пережившей падение метеорита. Мы преодолели экватор, но впереди самое интересное – ночные акробаты, змеи с уникальным характером и финал, который свяжет дикую природу с древней культурой Узбекистана. Не переключайтесь, мы продолжаем. 13. Устюртский Уриал. Переносимся на суровое, продуваемое всеми ветрами плато Устюрт. Здесь, среди отвесных обрывов и каньонов, живет Устюртский Уриал – горный баран с невероятной харизмой. Представьте место, где зимой температура падает до минус 30 с ледяным ураганом, а летом земля раскаляется до состояния сковородки. Но Уриал чувствует себя здесь как дома. Его мощные, закрученные назад рога – это не просто украшение, а весомый аргумент в спорах за территорию. Этот зверь обладает феноменальным зрением и способен заметить малейшее движение человека или хищника за несколько километров. Стоит Уриалу почувствовать опасность, и он с легкостью грациозного акробата уносится по таким крутым осыпям и скалам, где любой преследователь просто сломает себе шею. 14. Махноногий тушканчик. Возвращаемся в ночные пески Кызылкума, где начинается настоящее шоу цирка Дюсалей. Из своей норки выбирается махноногий тушканчик. Этот парень размером с ладонь, но его задние лапы развиты мощнее, чем у кенгуру.
Свое имя он получил из-за густых щеток из жестких волос на подошвах. Это природные лыжи, которые не дают ему проваливаться в зыбучий песок. Но самое безумное – это его манера передвижения. Спасаясь от совы или змеи, тушканчик не просто бежит. Он совершает 3-метровые прыжки в высоту и длину, на лету меняя траекторию на 90 градусов с помощью хвоста руля. Он крутит такие кульбиты и сальто, что хищники просто теряют ориентацию в пространстве. Настоящий мастер бесконтактного боя и пустынной акробатики. 15. Среднеазиатская кобра. А теперь приготовьтесь к встрече с самой благородной рептилией региона – среднеазиатской коброй. В отличие от своих индийских или египетских кузин, у этой змеи есть уникальная фишка. У нее на капюшоне абсолютно нет рисунка очков. Она обладает чистым, монохромным и благородным окрасом. Кобра никогда не нападает без предупреждения. Столкнувшись с человеком, она принимает свою знаменитую позу, раздувает капюшон и начинает громко шипеть, делая фальшивые выпады закрытой пастью. Она словно говорит: «Я опасна, уйди по-хорошему». Ее нейротоксичный яд невероятно силен, но эта змея – истинный дипломат пустыни, который пускает оружие в ход только в самом крайнем случае. 16. Тонкопалый суслик. Если тушканчик – король ночи, то тонкопалый суслик – абсолютный хозяин дневного Кызылкума. Как выжить в пустыне, когда солнце выжигает все живое, а температура воздуха переваливает за 45 градусов в тени? Суслик нашел гениальное решение. Он стал профессиональным инженером-строителем. Тодос-грызун роет колоссальные подземные лабиринты глубиной до нескольких метров. Внутри его дома работает идеальный природный кондиционер. Пока наверху плавится песок, в норе царит приятная прохлада. А чтобы лапы не обжигались о раскаленную поверхность во время быстрых вылазок за едой, они снизу покрыты густым мехом. Настоящий подземный архитектор, обманувший безжалостное солнце. Слушайте, друзья, а вы вообще знали, что в Узбекистане водятся кобры? Помню, под нашим прошлым видео о Казахстане каждый 5-й зритель в комментариях в недоумении писал: «Автор, ты чего? Какая кобра в наших краях? Ты что-то перепутал». Так вот, ломаем стереотипы. В Средней Азии действительно живет среднеазиатская кобра. Более того, эта змея – редчайшее сокровище, которое находится под строжайшей охраной и занесено в Международную Красную книгу. Так что никакой ошибки, у нас все строго по научным фактам. Ну а мы выходим на финишную прямую. Впереди 4 финальных, невероятно красивых истории, которые удивят вас еще больше. Поехали. 17. Хангул – бухарский олень. Его называют королевским цветком среднеазиатских тугаев, и это один из самых красивых благородных оленей на планете. В середине 20 века хангул практически исчез с лица земли. В дикой природе Узбекистана оставалось всего несколько десятков особей. Но произошло настоящее чудо и триумф экологов. В прибрежных лесах Амударьи и Заравшанском заповеднике популяцию удалось буквально возродить из пепла. Хангул – это мощное, грациозное животное весом за 200 килограммов, с великолепными ветвистыми рогами. Но в отличие от своих европейских сородичей, этот олень научился выживать в жестких условиях засушливого климата, среди колючих кустарников и тростниковых зарослей. Сегодня его призывный рев осенью – это главный символ того, что дикая природа Узбекистана способна победить даже самые мрачные прогнозы. 18. Черный скорпион. Толстохвостый скорпион. Спускаемся в каменистые предгорья и пустыни, где под обломками скал скрывается настоящий шедевр эволюционной инженерии – черный скорпион. Этот парень – живое воплощение идеальной брони и скрытности. Его тело покрыто сверхпрочным темным хитиновым панцирем, который не просто защищает от врагов, но и работает как герметичный скафандр, удерживающий влагу внутри в самую лютую жару. Черный скорпион – ночной охотник-тактик. У него феноменальное осязание. С помощью крошечных волосков на лапках он улавливает тончайшие вибрации почвы и понимает, что к нему приближается добыча, еще до того, как увидит ее. Один молниеносный захват мощными клешнями, точечный удар массивным хвостом с ядовитым жалом, и у жертвы просто нет шансов против этой идеальной машины выживания. 19. Среднеазиатская черепаха. Если вы думаете, что передвигаться со скоростью улитки в раскаленной пустыне – это плохой план, то среднеазиатская черепаха готова с вами поспорить.
Этот символ мудрости и долголетия нашел самый ленивый и гениальный способ переждать любые капризы природы. Как работает ее лайфхак? Черепаха активна всего около 3 месяцев в году. Весной, когда в пустыне зеленеет эфемерная трава. Она быстро наедается, запасается влагой, а затем, когда наступает невыносимое летнее пекло, просто зарывается глубоко в песок и засыпает. Эта летняя спячка плавно переходит в зимнюю, и в итоге животное проводит во сне до 9 месяцев в году. Настоящий мастер дзен, который умудряется проживать долгую и спокойную жизнь, просто просыпая все проблемы. 20. Туркестанский белый аист. И завершает наш список птица, которая смогла сделать то, что не удалось многим другим – идеально соединить дикую природу с миром людей. Туркестанский белый аист. В Узбекистане к этой птице относятся с особым священным трепетом. Аисты стали неотъемлемой частью архитектурного облика древних городов – Самарканда, Бухары и Хивы. Представьте эту невероятную картину. Огромная белая птица вьет свое массивное гнездо на вершине старинного глиняного минарета или купола древнего медресе на фоне лазурной мозаики и закатного солнца. Аисты возвращаются на одни и те же места десятилетиями, принося с собой весну и символизируя мир, гармонию и вечную связь между человеком и удивительной природой этой древней земли. Вот и подошло к концу наше путешествие по удивительному миру дикой природы Узбекистана. Мы увидели, насколько тонка и в то же время невероятно прочна нить жизни, связывающая раскаленные пустыни и ледяные горные вершины. Каждый вид, от величественного Илбирса до крошечного Путурака, это незаменимый элемент огромного сложного механизма, который мы обязаны беречь. Помните, что сохранение экосистемы начинается не где-то далеко в заповедниках, а прямо здесь, рядом с нами. Природа — это единый дом, и в нем нет лишних или бесполезных созданий. Даже обычная бродячая кошка во дворе или бездомная собака выполняют свою важную роль, сдерживая численность грызунов и помогая удерживать баланс городской экосистемы. Мы должны с теплом и ответственностью относиться ко всем братьям нашим меньшим, и к редким эндемикам из Красной книги, и к тем, кто каждый день встречает нас на улицах городов. Любовь к природе, сострадание и забота о животных – это то, что делает нас людьми. Спасибо, что досмотрели этот выпуск на канале Фактум до конца. Берегите природу, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. До скорой встречи в новых выпусках!